5 отличий кабеля от провода. Что лучше для проводки, многожильный или одножильный кабель? Всем привет! Вы на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр. Сегодняшнее видео будет интересным и полезным как для профессионалов, так и в познавательных целях любому человеку. Поэтому я рекомендую вам просмотреть сегодняшнее наше видео от начала до последней минуты, чтобы не пропустить все важные детали. Готовы? Тогда поехали. Кабель и провод. Чем они отличаются? Многие рядовые потребители, которые не связаны с электричеством, до сих пор слабо представляют разницу между кабелем и проводом. Для них и то, и другое является обычной электропроводкой. Даже в отдельных статьях в интернет эти материалы используются как синонимы. Внешне они очень похожи, но различия все-таки есть. И можно выделить 5 из них. Число проводников, количество слоев изоляции, качество изоляции и условия ее применения, цифровая и буквенная маркировка и срок эксплуатации. Рассмотрим подробнее, в чем же они отличаются и в чем схожи. Во-первых, определимся с названием. Что такое провод? Провод – это проводник, одножильный или многожильный, с изоляцией вокруг жилы в форме трубки. Некоторые провода вовсе не имеют изоляции. Например, голые провода. Алюминиевый, АС алюминиевый со стальным сердечником, ПС провод стальной, ПСО провод стальной одножильный. Отдельной категорией идет относительно новый вид проводов СИП, самонесущий изолированный провод. Кабель – это уже несколько изолированных проводников, соединенных в одну конструкцию. Кабели имеют двойной слой изоляции. Изоляция самого проводника плюс изоляция поверх всех жил. Вторая изоляция может быть из пластмассы, резины или каучука, металла или сшитого полиэтилена. Самыми современными марками считаются кабели из сшитого полиэтилена. То есть, грубо говоря, получается, что кабель – это несколько проводов, объединенных под одной защитной оболочкой. Если на 2-3 проводниках, даже скрученных вместе, нет еще одной изоляции, то это провод. Вы спросите, а если есть еще одна внешняя изоляция, то можно сразу считать его кабелем? Нет, не всегда. Вот тут-то и кроется ошибка многих людей. Одиночный проводник или лапшу может отличить каждый, а при наличии второй оболочки начинаются сомнения. Например, ПВС или ШВВП. Это вовсе не кабель, как считают некоторые, хотя у них есть внешняя защитная изоляция. Вот расшифровка их названий. ПВС – провод с изоляцией из винила соединительной. ШВВП – шнур с изоляцией из винила с оболочкой из винила плоский. Вот сводная сравнительная таблица кабеля ВВГ и провода ПВС, их недостатки и преимущества. Более подробно с характеристиками, маркировкой и требованиями тех условий по кабелям, шнурам и проводам можно ознакомиться в ГОСТ 53 768 2010. Но все-таки на первое место при любом сравнении выходит качество изоляции. Она играет важную роль в зависимости от условий монтажа. Многие кабели можно помещать в агрессивные среды в открытом виде, без всяких кабельных каналов или гофрорукавов. А вот провода даже не в активной среде, а всего лишь под воздействием воды, например, дождя, перепадов температуры или прямых солнечных лучей постепенно выйдут из строя, не говоря уже о других посторонних воздействиях. Кроме, конечно, СИП. Но и его, в отличие от кабеля, нельзя прокладывать под землей, даже в трубе или гофре. Видео по теме монтаж кабеля в земле, как правильно сделать ввод в здание без ошибок, правила и нормы уже выходило на нашем канале. И вы можете ее посмотреть по ссылке в описании к данному сегодняшнему ролику. Если вам нравятся наши видео и вы хотите получать еще больше информации по теме электромонтажной работы, присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке. Будем рады, ссылка в описании к видео. Идем далее. Отсюда и разница в цене между кабелем и проводом, хотя, казалось бы, по конструкции оба вида и похожи с двойной изоляцией, поэтому провода применяются в зданиях, закрытых распредустройствах, а не на улице. Иногда для прокладки кабелей в земле и обеспечения дополнительной защиты используют бронированные марки. Помимо всех слоев изоляции у них поверх жил накладывается слой алюминиевой или свинцовой оболочки.
Теперь давайте разберемся, многожильные или одножильные кабели и провода. Что лучше? Провода бывают многожильными, гибкими. Один провод состоит из десятков тоненьких жил, к примеру, провод ПВ3. Его часто используют при сборке вводных и распределительных электрощитов. Только имейте в виду, что без гильзования подключать его нельзя. Даже в тех автоматах с полукруглой формой контактной площадки, где, казалось бы, жилы должны идеально занять все пространство. Все только будет хуже. Жилы перегнутся, деформируются, часть из них попросту не будет участвовать в передаче тока. При больших нагрузках все оплавится и сгорит. В этом и заключается одна из проблем подключения СИП к автомату. Жила-то там вовсе не монолит, да еще и алюминий. Теперь, например, ПВ1. Если в начале названия стоит буква А ПВ, это означает материал изготовления алюминий. Если ее нет, то провод медный. Алюминиевые провода не относятся к гибким. Они способны выдержать максимум до 10 перегибов, после чего отламываются. Медные провода можно изгибать до полусотни раз. Многожильные провода используют в местах, где требуется множество изгибов, либо где провод необходимо протягивать через узкие отверстия. Одножильные благодаря своей конструкции имеют меньшее сопротивление. Их выгодно монтировать там, где нужно увеличить производительность на высоких частотах. Со временем сопротивление многожильных проводов и кабелей может поменяться в сторону увеличения и ухудшиться. Почему это происходит? Дело в том, что поверхность каждой тоненькой проволочки подвержена окислению, вследствие чего ухудшается контакт между ними. И сечение перестает быть однородным, изменяя свое сопротивление. У моножилы подобного эффекта не будет. Там окислы могут размножиться только по поверхности, но внутрь цельного металла, естественно, не проникнет. Еще некоторые электрики моножилу считают более стойкой к коротким замыканиям. У гибкого провода, вследствие того, что его медные жилки не слишком плотно прилегают друг к другу, в первое мгновение короткого замыкания динамический ударный ток не сразу охватывает все сечение жилы, а воздействует больше на проволочки у поверхности. В результате они, оказавшись под большей нагрузкой, чем их внутренние собратья, оплавятся в первую очередь. А вот для моножилы это не страшно, она цельная. Правда, теория эта довольно спорная. Кабели также бывают одножильными и многожильными. При этом жила в этом кабеле может быть однопроволочной или многопроволочной. К примеру, если у вас есть кабель КГ3х50, то про него правильнее будет говорить медный трехжильный кабель с многопроволочными жилами, а не трехфазный кабель с гибкими жилами. В первом определении информации больше, и она точнее. Одножильные кабели называют жесткими, а многожильные гибкими. По гибкости кабель подразделяется на 6 классов. Первый класс – это одножильный кабель, 6-й класс – кабель с самой лучшей гибкостью. Но он и стоит на порядок дороже. Чем тоньше каждая жилка, тем гибче кабель. Все жилы определенного сечения рассчитаны на свой номинальный ток. Если он превышает это значение, то изоляция нагревается и начинает плавиться. Жесткий кабель обычно укладывают в землю, заделывают под штукатурку, гибким подключают переносные электроприборы. Его же используют в изготовлении переносок и удлинителей. Преимущество жесткого кабеля при подключении прибора в том, что его концы нет необходимости пропаивать или прессовать специальными наконечниками. Для подключения же гибкого кабеля придется закупать много разных дополнительных расходных материалов и инструментов. Зачастую гибким кабелем подключают светильники и настольные лампы, так как эти приборы подвергаются частой ревизии, замене ламп и так далее. Что лучше, моножила или многожилка? Если подходить к вопросу относительно эксплуатации, то разницы никакой. Главное отличие в монтаже. Не хотите закупать наконечники и готовы подольше повозиться с протяжкой и укладкой, ваш выбор жесткий одножильный. В противном случае выбирайте многожильный. Однако, если речь идет не о капитальном ремонте, а, например, наращивании старой алюминиевой проводки при подключении дополнительной розетки, то здесь нужно остановиться только на гибком варианте. Давайте еще рассмотрим таблицы номинальных токов. Если вам нужно узнать, сколько нагрузки можно пропустить
через жилы разного сечения. В зависимости от условий прокладки, напряжения и материала жил воспользуйтесь правилами устройства электроустановок с таблицами номинальных токов для кабелей и проводов. Что касается сроков службы, средний срок службы кабеля с двойной изоляцией 30 лет. Провода с одинарной менее 15 лет. Расшифровка названий и сокращений. Вот сборные данные с расшифровкой всех названий основных марок кабелей, применяемых при монтаже проводок и строительстве электросетей. Исходя из вышеизложенного, нельзя делать однозначного вывода, что лучше – кабель или провод. У каждого из них своя область применения. Главное правильно определиться и четко понимать, когда можно применять один вид изделий, а когда другой. Каждый случай имеет разные оптимальные условия эксплуатации и монтажа. Но монтаж домашней электропроводки, согласно ПУЭ, нужно делать только кабелем, за исключением сборки электрощита. Ну вот и вся, надеюсь, полезная информация по теме кабель и провод. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Всего хорошего!